Что с ним? Нашли без сознания, Малой Александровки, под магазином. Пациентку на УЗИ принеси на шаттле. Где я? В областной больнице. А что с ребенком? Все нормально. Правда, крупненькая она у вас. Срок 3-4 недели. Как вас зовут? Лариса. Лариса, вас часто мучает жажда? Да, часто. Мочеиспускания тоже частые? Часто. У вас риск гестационного диабета. У ребенка признак фетоплацентарной недостаточности. Это очень плохо. Это показание к госпитализации. Платон Ильич, с вами все в порядке? Да. Немного ведет после ночного дежурства. Может быть, помочь вам чем-нибудь? Да, если не затруднит. Оформите пациентку в отделение. Анализ крови на сахар, магнезия, дексаметазон. Я скоро вернусь. Что такое гестационный диабет? Ну, это повышение сахара в крови. Бывает при беременности. Но вы не волнуйтесь, ребенку не передается это. И у вас пройдет. Держите. Да. Ты неплохо обжилась в кабинете начмеда, Мариночка. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Но вы ведь не только заехали, чтобы убедиться в этом? Ну, конечно, не только. Ну, ты же знаешь, грядут очередные выборы. Да, это я знаю. Каждый день килограммы листовок из своего почтового ящика вытаскиваю. Ну, борьба будет серьезной. Да. И вот наш мэр обратился в облздрав с очень интересным предложением. А именно, наградить мать, которая родит 10-тысячного ребенка. А награда 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Ха, щедро. Щедро. А помимо того, мэр обратился ко мне с личной просьбой. Эти 10 тысяч должна получить некто София Гончаренко. Насколько мне известно, она уже поступила к вам в больницу? Поступила, да. Да. Я вас понимаю, Екатерина Сергеевна. Спасибо. Спасибо за понимание. С Филатовой этот разговор прошел бы гораздо сложнее. Фамилия, имя, отчество? Кромышева Лариса Васильевна. Дата рождения? 21 марта 67-го года. Контакты близких родственников. У меня нет родственников. Муж есть. Гражданский. А муж кто? Актер. Работает актером. И кочегаром. Так вы же сказали актер. Ну, он актер, а работает кочегаром. Где старшая медсестра? Что-то случилось, госпожа Гончаренко? Да, случилось. Мне сегодня постель не поменяли. Не волнуйтесь, поменяем. Да, пожалуйста. Мой муж платит за вип-палату немалые деньги. Продолжим. Домашний адрес, место работы и должность. Нет адреса. У меня нет прописки. Мы с мужем живем в дачном домике под Малой Александровкой. А работы тоже нет.
Как интересно. А вы что, уже бомжей сюда оформляете? Я не бомжиха. А кто? Работы нет, прописки нет. Мы оформляем пациенток, независимо от их социального положения. Ой, как трогательно. Зина, ты новость слышала? Нет. Наш мэр обещал 10 тысяч зелени той, которая родит 10-тысячного ребенка. Да ты что? Слушай, вот бы мне эти деньги. Я б сыну на учебу сразу отложила. Угу. Только говорят, эти деньги Соня Гончаренко получит. У нее муж в мэрии работает. Слушай, это та, что в вип-палате лежит? Угу. Рыженькая такая. Нет, ну вы новость слышали? К нам бомжиху подселяют. Как бомжиху? Какую еще бомжиху? Самую настоящую сама только что видела. У нее ни работы, ни прописки. Ей за 40, а она рожать собирается. Ну, а что, нельзя? Или у нас только богатые рожают? Знаешь что? Рожать должны те, кто обеспечить может. О! А у нее что, ни дома, ни работы? Ну, это же ее решение, ее ребенок. А нам о своих детях думать надо. Мы их вынашиваем, любого чиха, сквознячка боимся. А тут, пожалуйста, бомжиху селят. А у нее, может, зараза на заразе, ты откуда знаешь? Ой, точно. Боже, еще вши мне не хватало. Вши. Туберкулез не хочешь? Мы, между прочим, врачам деньги платим. А ее наверняка бесплатно наблюдать будут. Вот на Западе все цивилизовано. Есть деньги, медстраховка. Пожалуйста, лечат. Нет, до свидания в клинику для бедных. И я вас умоляю, девочки, поменяйте в вип-палате белье, чтобы эта Соня не выступала. Ну вот здесь. Хорошо. Вита Игоревна, Да. запишите Воронова из 4-й, добавить дексаметазон. Есть. Реброва, запиши. Воронова, 4-я, Лев дексаметазон. Борисович. Здорово. Здрасте. Так а вас же завтра должны выписать. Сказали, все нормально. Чего палки занимать? Привет. Лев Борисович, мы так скучали. Это хорошо, что вы к нам вернулись. Ну, ладно, я прям как-то аж не знаю. Слушай, Лешка, когда тебе еще столько комплиментов наговорят? Да? Ну, тогда давайте. Не больница, а проходной двор какой-то. Я попрошусь в другую палату. Извините, можно? Лариса, да что ж ты так? Чего ты? Ну, чего ты? Ну, Слушай, я так испугался. Я приезжаю на дачу, а там тебя нет. Я в поселок. Там, говорят, скорость тебя забрала. Я звоню. А ты вне зоны. У меня телефон украли. Мне когда плохо стало, я какой-то мальчишку попросила, чтобы он позвонил, а он телефон взял и убежал. Ничего, ладно, ты не волнуйся, тебе нельзя. Я не волнуюсь. А что врачи говорят? Говорят, что мне нужно немножко полежать, у меня сахар высокий. А кто лечащий врач? Земцов, Платон Ильич. Я сейчас пойду, узнаю у него, что тебе можно, и вернусь. Ты только держись, ты держись. И нам нужно постараться, чтобы Кромышева была максимально изолирована, как можно меньше выпускать ее из палат. Подождите, а у нас тут тюрьма уже или больница? А давайте отправим ее на курорт. Или за ее заслуги дадим ей вип-палату. А я лично согласен с Максимом Викторовичем. Я не понимаю, почему мы должны лечить бездельников бесплатно, да еще и без определенного места жительства. Ну а что, если работы нет? У меня в поселке половина людей еле выживает. Завод закрыли, все, народ спивается. Андрюш, ну ты же не спился. Пошел еще учиться, потом работать. Не остался жить в этом поселке. Таких людей вообще нужно от общества изолировать. Построим им отдельную резервацию. Пускай там все сидят и не высовываются. Да. А мы с вами будем лечить таких, как Софья Гончаренко. Да. Вы это нам хотели сказать, Марина Станиславовна? Я хотела вам сказать, что муж Софьи Гончаренко выбил для нашей области 2 реанимобиля. Вы знаете, что такое 2 реанимобиля? Когда даже один является большой редкостью. Я это хотела сказать. А что сделала ваша Калмышова для общественности? Кромышева. Идите, работайте. Здравствуйте, я муж Ларисы. Кромышева, здрасте. Присаживайтесь.
вашей супруги гестационный диабет. Скорее всего, это из-за питания. Она что, одними макаронами с картошкой питается? Так мы ведь покупали, что подешевле. Ну, понятно. Рацион нужно менять. Ей нужны овощи, зелень, нежирное мясо. Ой. Ну где же это столько денег-то возьму, я не знаю. Нет, я одолжу, конечно, я. Одолжу, если поверишь, что отдам. А что, есть причина не доверять? Есть. Это я сейчас истопником работаю. А когда-то я был актер, да, причем весьма успешный. Я короля лиры репетировал. Да ну. Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки. Лей, дождь, как из ведра, и затопи верхушки флюгеров и колоколен. Круто. Я из-за короля лиры, в общем-то, и залетел. В штопор вошел. Бахус и медные трубы погубили. Жена ушла. Квартиру трехкомнатную, родительскую, решил на однушку обменять. Тоже просрал. Сейчас в домике жил. Да, домик, не домик. С удобствами. На улице без отопления. Директор театра вот пожалел. Кочегаром устроил. Не знаю, кем бы я был, если бы не Лариса. Я найду деньги. Найду. Лев Борисович, вам письмо из облздрава. Здраво. Пляшите. У меня нет желания плясать, вдруг меня уволят. Очень может быть. Читайте. Приказ. Ввиду того, что в Центр репродуктологии обращается все больше пациенток, это мягко сказано, у нас аншлаг, Да-да. принято решение расширить центр, ого, на 1 штатную единицу. И кто эта единица? Я не знаю. Это я от вас хочу услышать. Вы же у нас глава центра, так что проведите собеседование, выберите достойную кандидатуру. Я могу прям сегодня? Нет, вы не можете. Потому что с понедельника вас в этой больнице больше не будет. Как, впрочем, и вас, Вита Игоревна. Как? За что? За особые заслуги. Семья Клитко. Я выбила для вас путевку в пансионат. Так что давайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Не за что. Мы вам магнитик привезем. Колдун, знахарь, шаман. Тук-тук-тук. Клевый прикид. Спасибо. Я хотела поговорить насчет Кромышевой. Платон Ильич, у нее траблы нереальные. Ну, там, деньги, прописка. Но она сказала, что у нее есть 2 дочки. Может найти их, как-то сообщить, что с мамой такое. Она тебя об этом просила? Нет, ну… Смотри, инициатива наказуема. Да это несправедливо. Просто рыжая вот эта Соня отгребет себе кучу денег за 10-тысячного ребенка, а Кромышева лежит голодная. Платон Ильич, надо что-то придумать. Что? Ну, если с дочками не катит, давайте в мэрию напишем. Или должны быть фонды какие-то по поддержке обездоленных. Реброва, хочешь кому-то помочь, начни с себя. С себя начну, можете быть уверены. Едой точно помогу. Ты что кричишь? Кому помогать? Да никому, Андрей Васильевич. Домой? Да. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Хотите чаю? Нет, спасибо, я по делу. В больнице наплыв пациенток. У той же Кромышевой риск ранних родов. И если с ней что-то случится, кто будет отвечать? Увы. Вы же ее лечащий врач. Тогда допустите меня к операции. Или отстраните официально приказом. Вот сколько я с вами работаю, Платон Ильич, я не перестаю удивляться. Вы действительно хотите, чтобы я подписала приказ? Да.
Знаете, просто мечтаю его прочесть. На основе анонимки, посланной в облздрав, признать доктора Земцова наркоманом и отстранить от операций. Платон Ильич, ну, если вы так настаиваете, то я могу издать такой приказ. Но я прошу вас еще раз, хорошенько подумайте, пожалуйста, действительно ли вы этого хотите? Ведь тогда выплывет подложная справка из вашего личного дела, в которой, между прочим, ни слова нет о ваших проблемах с позвоночником. Как вы это узнали? Неважно. Принесите мне справку из наркодиспансера. Я отправлю ее к Савчук, и тогда все будет в порядке. Но на это уйдет время. А Кромышева в любой момент может… Вот, Кромышева. Это очень важно, так что поторопитесь, это в ваших интересах, Платон Ильич. Сколько от нее вестей не было, нарисовалась. Натус, ну что я могла сказать? Мне сам Гончаренко позвонил. Все правильно. Не хватало еще, чтобы люди подумали, что мы звери какие-то, а матери забыли. Я одного понять не могу, как они в мэрии узнали, что мама в больнице. Оглянулась, разуй глаза, выборы на носу. Вот они из штанов своих и выпрыгивают. Здравствуйте! Здравствуйте. Мы к Ларисе Кромышевой. Проходите вверх по лестнице, вам в родильное. Спасибо. Стоп! Ты это тоже слышала? Родильная? Слушай, ну и шуточки, а? Погоди, Ну что? будильник поставлю. Зачем? Увидишь. Натусь, зачем тебе будильник? Илья Сергеевич Гончаренко, Очень приятно. второй заместитель мэра и… Да, и муж нашей Сони Гончаренко, конечно. Чем обязана? Понимаете, у меня к вам разговор конфиденциальный. Да я вас слушаю. Двоякая ситуация сложилась, Марина Станиславовна. С одной стороны, я в мэрии курирую комитет помощи незащищенным слоям населения. Это с одной стороны. Да. А с другой стороны, я должен заботиться о своей жене. Вы меня понимаете? Я вас понимаю. А она звонит, плачет, жалуется, говорит, что в роддом оформили какую-то бомжиху. Ну, вы знаете, мы уже приняли все меры, мы уже сдали анализы, повторные анализы. И, уверяю вас, она не несет никакой опасности ни для вашей жены замечательной, ни для других беременных. Я все понимаю, но, Марина Станиславовна, я могу лично вас попросить ограничить контакт Сонечки с этой обездоленной? Конечно. Конечно, господин Гончаренко, я уже обо всем распорядилась еще вчера. Спасибо большое. Так, может, я могу чем-то помочь в больнице? Вы не стесняйтесь, я могу. Ну, наверное, не столько больницы, сколько этой женщине. Сами понимаете, питание, медикаменты, потому что у этой Ларисы Кромышевой ничего нет, и все это нужно. Кромышевой? Вы сказали Кромышевой? Да. А вы не знаете, кем она приходится Елене Кромышевой? А я не знаю, кто такая Елена Кромышева. Ну, это не важно. Она управляющая одного из отделений Мегабанка. Да. Елена Кромышева уже в курсе, что ее мама, да, у вас в больнице, и сегодня же с сестрой она придет ее навестить. Да, просто так хорошо исполнено. Девчонки. Мам! Дочки. Ленка, Наташа, вы как меня нашли? Нашли. Мам, ты что, беременна? Да. А мы тебе вот гостинцев принесли. Ну, там конфетки, апельсинки. Спасибо. Почему ты нам сразу не позвонила? Я беспокоить вас не хотела. Кто будет? Братик, сестричка? Сестричка. А папаша кто? Надеюсь, не бандюк какой-нибудь? Не бандюк. Актер. Нет, правда. Он актер, он даже когда-то короля Лира играл. Так ты у нас теперь прям как королева? Прямо из больницы в замок? Да. Из больницы в замок. Как муж, как дети. Сейчас, прости секунду. Алло? Да, сейчас приеду. Мам, прости, тут срочно надо ехать. Ленусь, подбросишь меня, да? Конечно, подброшу. Мамочка, мы бы еще посидели. Ты держись.
Мэр пообещал 10 зелени за 10-тысячного, да? А в этой больнице вообще кто-то считал, сколько детей родилось? А? Ну, по-честному хочется ж. По-честному, рассмешила. Я говорю, эти деньги Сонька Гончаренко получит. Да вот увидишь, бомжиха. Сонька. Бомжихи. Рассмешила. Бомжихи. Девочки, а что галдим? Что за митинг? А мы вот ставки делаем. Кто премию от мэра получит? По-честному или по блату? Диабетикам противопоказаны белый хлеб, сахар, картошка. Так, может, вам лучше записывать? Доктор, вы лучше сразу скажите, сколько? Вот. Надеюсь, этого хватит? И от меня немного. Что, мало? Ну так вы скажите, мы еще добавим. Пойдем, Лена. Подождите. Знаете что? Возьмите эти деньги, скрутите в трубочку. Вот так. И засуньте их себе. А сейчас я попрошу. Ты что сказал? Ты что сказал? Ты что думаешь, что самый крутой здесь, да? Ты думаешь, на тебя управы не найдется? Да, то есть мы идем к главврачу. Пойдем, Лена. Я прошу прощения, главврач в другую сторону, следующую дверь. Пошел, кретин, Кукушки. Да? Доктор Дыбенко мог быть хорошим фотографом. Чего ты с ним? Не знаю, у него сегодня прием должен быть. Девушка, Да. а вы из женской консультации? Да, доктор сказал, сегодня приема не будет. Странно. Хамло какое, а? Еще врач называется. Фух, ничего. Сейчас начмет вернется, мы ей все расскажем. Коньяк будешь? За рулем. Отлично. Ну, мама. Главное, доктор денег не взял. Как тебе это нравится? Что нам теперь нужно готовить, передачки носить? Ну, ты же сможешь ее проведывать? Так, а почему я? Натусь, давай договоримся. У меня конец месяца в банке, мне отчеты сдавать надо. Ну и? А ты посвободнее Что будешь. значит посвободнее? Вот что значит посвободнее? Если я домохозяйка, так значит посвободнее. Да я как та белка в колесе целыми днями. Погладь, постирай, приготовь, убери. Золушка. Нет, ну, ее, конечно, жалко. Но эти фокусы. Слушай, а если мать родит и ко мне приедет? А если ко мне? Так, у меня сейчас мозг взорвется. Надо маму куда-то оформить. Ну, там, дом престарелых, что-то в этом роде. Платон Ильич, вы не серчайте на них. Они, девчонки, в принципе, хорошие. Лариса Васильевна, вот вы мне объясните, как при таких двух хороших дочерях вы без жилья остались? Ну, знаете, как бывает. Я с мужем на фабрике швейной работала, швеей-мотористкой, а он по профсоюзной линии. Мы двухкомнатную квартиру получили. Все было хорошо. А потом муж умер. Девчонки подросли. Наташка старшая замуж вышла. Ну и сами понимаете, в двухкомнатной квартире стало жить тесно. Тогда мне девчонки предложили, чтобы вот эту двушку нашу продать, а купить им по однокомнатной квартире. Мне сказали, что я с ними по очереди жить буду. То есть таким образом вы стали человеком без прописки? Меня сократили. На фабрике получили новое оборудование, и оверлочницы стали не нужны. Я сама не знаю, как на улице оказалась. Девчонки до сих пор не знают, они думают, что я у подруги живу. А что подруга? Не приютила? Ну, что вы, я ее даже не просила. Я одно время на вокзале ночевала.
А потом меня бомжи оттуда прогнали. Пришла в парк, села на лавочку. Что делать? Идти некуда. Тут Валера подошел, а я ему все и рассказала. А он мне сразу предложил жить у него на даче. И что, вы сразу согласились? Все-таки незнакомый человек. Сразу. Но вы же видели, какой он. Он хороший. Максим Викторович. Да. Максим Викторович, Да. вы слышали? У Думанского мама умерла. Да вы что? Да. Горе-то какое. Мне ведь не слышал. Слушай, ну это надо помочь, может, деньги собрать какие-то. Так я чего за вами бегу? Да, конечно. Возьми все. А когда хоронят? Я еще не знаю. Вид, узнаешь, сообщи мне. Обязательно. Павел Владимирович, минуточку. Вы денежку сдавали? Значит так, Марина Станиславовна, мы требуем наказать этого вашего Земцова. Он хам. Иначе мы пойдем в облздрав. Поверьте, связи имеются. Да? И что вы скажете в этом вашем облздраве? Что доктор Земцов отказался бегать для вашей мамы в магазин в частном порядке, так? Ну, это не входит в его обязанности. А, так вы уже в курсе, да? Понятно. Понятно. Рука руку моет, да? Ну, ничего. Вы у нас еще попляшьте, мы и на вас управу найдем. Фу. Милые дамы, от вас так разит алкоголем. Мне кажется, я сейчас задохнусь. Вы не могли бы покинуть мой кабинет в срочном порядке? Идем, Натусик. Пойдем, Ленусик. Да. Вита Игоревна. Да. Я слышал, Думанского горя, хочу деньги сдать, вот. Клади. Я тут подумал, у Думанского мать болела, а никто об этом ничего не знал. Никто элементарно не подошел, не спросил, как дела. Это сразу что, Думанский прохвост, Думанский карьерист. А он ночами возле матери сидел. Девочки говорили, что он с таким лицом из больницы выбегал, что не дай бог. Не то, что дочки этой Кромышевой. Пришли сегодня, устроили скандал на всю больницу. Лучше бы о матери подумали. Бездушная. Извините. Ну, так что там было с этим королем дальше? Ну, с Лером? Да. Угу. Ну, что там, было у него 3 дочери красавицы, он всех удачно выдал замуж и решил за каждой дать достойное приданое. Но перед этим он собрал их всех, чтобы спросить, кто из них больше всего его любит. 2 старшие сказали, что любят его больше жизни. А младшая, Корделия, она говорит, что кроме любви к отцу ведь есть еще любовь к мужу, к детям. Ты ешь. Ну, правильно. Вот. Он ужасно разгневался на нее, прогнал. А все, что у него было, разделил между этими 2 дочерьми. И жил у них по очереди. Вначале у Намерели, потом у Ренаны. Ты ешь. Угу. Но очень скоро он им надоел. Потом они его выгнали, да? Да? Выгнали? Выгнали, да. Выгнали. Сколько времени прошло, ничего не меняется. Ну, а это 3-я дочь, что? Корделия? Корделия. Кромышева. Вот вы где. Олеся наша уже с ног сбилась, ищет вас. Вам укол пора делать. Я забыла, простите. Я быстро. Я тебя здесь подожду. Угу. Апельсиновый сок есть? Извините. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, у вас что-то случилось?
Да, случилось. Меня с работы выгнали. Екатерина Сергеевна, это пока не ЧП, но ситуация выходит из-под контроля. Сегодня утром звонили журналисты, они хотят узнать статистику рождаемости. Я не знаю, что делать. Да, я сделаю все, чтобы Соня Гончаренко получила эти деньги. Хорошо. Вам всего хорошего. До свидания. Да, Платон Ильич, что? Вот. Наркотиков в крови не обнаружено. Прошу допустить меня к операции. Я не могу, Платон Ильич. Я все готова сделать, но я не могу. Почему? Да потому что мне точно известно, что вы принимали наркотические анальгетики. И если сейчас и отказались от них, чтобы получить эту справку, то, вероятно, находитесь на грани болевого шока. Я на этой грани живу больше года. И как я справляюсь со своей болью, это мои проблемы. Да, а мне сказали, что… А вы поменьше себя растрачиваете на подобные разговоры, Марина Станиславовна. Вам это не к лицу. Платон Ильич, есть минутка? Говори. В общем, я полночи в интернете провисела. Нашла в соцсетях страницы дочерей Кромышевой. Тетки нормально стоят. Я это еще вчера понял. Вы бы эти фотографии видели. У них все время вечеринки какие-то, путешествия. А Валеру, мужа Кромышевой, вчера уволили с работы. Что ты предлагаешь? Потрясти богатых дочерей? Ну а что? Пускай откроют сумочки свои фейковые под Луи Виттон и отстегнут чуть-чуть на утепление дачного домика. Реброва, ты гонишь? Ну ладно, но вот мэр же дает деньги за 10-тысячного ребенка. Так, может, пускай его Кромышева родит? Кать, там Соня Гончаренко рожает. Нужно готовить родзал. Не поняла. Там это, Кромышева, у нее воды отошли. Платону Ильичу скажу. Так, у нас дистресс плода. Эпизиотомия. Лариса, готова? Давай. Глубокий вдох и тужимся. Лариса, и начали. Давай, 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 молодец. Тужимся, молодец. Головка показалась. Стоп! Отдыхай, дыши. Дыши. Схватка начала, вдох, потужилась. Вдох и тужимся, вдох. Начали, тужимся. Тужимся, молодец. Молодец, стоп! Смотри, кого родила. Доченька моя. Гончаренко родила? Да. Материлась уже грузчика. Время? 19:55. 19:55. Ну что, Андрей Васильевич, вас можно поздравить? С чем? Как с чем? Вы приняли 10-тысячного ребенка? Ну, не знаю. Что вы не знаете? Время какое? Да? 19:55. А ребенок Ларисы Кромышевой
появился 2 минутами раньше. Вы не хотите мне это объяснить? Нет. Моя пациентка рожала, и я принял роды. Селярия Марина Станиславовна. Платон Ильич. Нет, ну надо же, докопались. Это же скандал. Но я не могла отказать журналистам в информации. Я понимаю. Нет, ну и не лень же им было посчитать всех детей. Вот, полюбуйтесь. В областной больнице за все время ее существования родилось 4825 детей, и уж никак не 10 тысяч. Да, это еще хорошо, что мы не объявили 10-тысячным ребенка Сони Гончаренко. Я здесь ничего хорошего не вижу. Меня обвинили в грубом пиаре. И когда? За неделю до выборов. Стоп. Стоп. Ситуацию можно исправить. И я знаю как. Собирайтесь в пресс-конференцию. Всем добрый день. Добрый день. Очень приятно видеть вас здесь. Это значит, вы хотите узнать правду из первых уст. А что в газете, неправда? К сожалению, журналисты допустили ошибку. Мне кажется, прежде чем начинать работу над статьей, нужно было все-таки узнать подробности. И я, как глава облздрава, готова их озвучить. Мы считали новорожденных, которые появились на свет во всех роддомах города за последние 10 лет. И где эти подсчеты? В облздраве. И я готова предоставить копии протоколов всех операций и родов всем желающим. Я вас уверяю, никакого подвоха нет. Ну а сегодня награду мэра получает роженица областной больницы Лариса Кромышева. Уважаемая Лариса, позвольте от мэрии нашего города вручить вам эту награду. Спасибо. Скажите, это у вас первый ребенок? Нет, у меня еще 2 дочки есть. Отрадно, что награду получает именно многодетная мать. Спасибо. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Мамочка. Ленка. Привет. Вот витаминчики. Спасибо. Лена, а ты же говорила, что... Ты же говорила, что занята сегодня. Ты тоже. А я в банке отпросилась. А меня муж подвез. Мам, это правда, что про тебя в газетах пишут? Мам, ты у нас теперь просто звезда. Ой, это случайно получилось. Мам, ну ты же не думаешь такую сумму в больнице держать? Давай мне я в банк положу на депозит. Да какие банки? Ну, зачем банки? Сегодня они есть, завтра нет. Давайте лучше дома. А ты уже решила, на что тратить? Нет, пока. Я их Валерии отдала. Этому королю? Все до копейки? Да. Ну, Земцов, ну что за человек? Ну кто так пишет? Как курица лапой, иероглифы. По-монгольски же. Родильное отделение. Да, у нас Кромышева лежит. Что? Короче, пристукнули того бомжа прямо в кабаке. Он вышел, а его проводили. Куда проводили? На тот свет, куда же еще? Не надо было пачкой баксов в кабаке махать. Валерка, артист, сказал, что это Кромышева ему денег дала. Угощал всех. Добрый мужик был. Ну, вы там Кромышевой как-то скажите об этом. Марина Станиславовна, а кто же Кромышевой скажет? Лично я пас. Я тоже.
Не нужно ничего говорить. Во-первых, это может быть чей угодно глупый розыгрыш. Во-вторых, даже если это правда, о таких вещах сразу сообщают в правоохранительные органы. В-третьих, девочки, выключите громкую связь. Вот дела. Пряхиной окситоцин. Ковальчук физраствор с глюкозой. Да. Доктор, дочка плачет, у меня молоко пропало. Не знаю почему. Дайте руку. Вы же все замерзли. Не переживайте, такое бывает. Кать, еще одно одеяло и чай горячий. Хорошо. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Чувствует, наверное, что Валеру убили. 2 дня от него ни слуху, ни духу. Блин, ну и как ее в таком состоянии выписывать? Главное, куда? Все, спокойно. Решаем вопросы по мере их поступления. Лактация. Беги в магазин, купи пиво безалкогольного. Дрожжи. Да, а я Земцова найду. Давай. Ой, ни сна, ни отдыха. Ну ничего, с Левой в понедельник едем в санаторий, я клянусь, я буду спать целыми днями. Ой, здравствуйте! Я надеюсь, я ничего не перепутал. Сегодня же Ларису выписывают. Вы с ума сошли? Что? Мы же думаем, что вас вообще в живых уже нет. Сейчас извините меня, конечно. Но вашу ж маму где вас носила? Я же хотел сюрприз сделать. Сюрприз. Ну, артист, ну, артист, слов нет. Сюрприз. Стой здесь. Вот документы на выписку. Спасибо, Катя. Ну, народ, а что стоим? Давайте, давайте, вниз на выход. Пойдемте. Валера. Ларис, Валера. Ларисочка, ты меня извини, я хотел тебе сюрприз сделать. Я полдома купил на те деньги, которые тебе мэр подарил. Теплые, с канализацией. Дом? Да. Наш дом? Я знала. Я знала, что ты не предашь. Ой, а приезжайте к нам все в гости. Да, я там на работу устроился, завклубом. Буду там теперь спектакли ставить, так что приходите на премьеру. Идут Корделия. Мы неразлучны, они должны достать. Да. Узнать бы еще, какой клоун нам в больницу звонил. 10 тысяч себе не загребли, так решили отомстить. Ну точно, Сониных рук дело или мужа ее. Вещи в собой. Коляска тоже их.